Друзья, всем привет! Вы на канале Team Spirit Chess, и сегодня я расскажу вам о своих любимых, самых важных турнирах. Меня зовут Данил Дубов, я чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года, про этот турнир тоже расскажу. И давайте начинать. Ну, первый будет чемпионат мира по блицу 2016-го. Это был вообще для меня такой знаковый. У меня 3 медали этих чемпионатов мира. Вот одна золотая наименее запоминающаяся, но про нее просто время приходится рассказывать. Первая была бронза в 2016-м, это мне 20 лет. Это был вот первый турнир, когда, наверное, это была, мне кажется, первая медаль вообще чемпионатов мира вот моего поколения, ребят. Это очень сильное поколение, там я, Влад Артемьев, мой коллега по команде Team Spirit, друзья, болейте. Видосы Владика, если очень постараться, их можно досмотреть. Володя Федосеев, Ричи Раппорт. В общем, у нас очень сильное поколение. Это была вот первая медаль на всех, потом мы их выиграли много сравнительно, но вот она была первая, и в принципе это вот я стал из такого какого-то раздолбая, подающего надежды, которых много, уже можно было сказать, что в принципе я вот где-то там уже там совсем близко к элите, да, где-то там во втором эшелоне. С меня после этого уже куда-то там стали звать в сильные турниры. Было много всего интересного, и 16-й год он для меня очень памятный, потому что я сыграл с очень сильными соперниками, что бывает не всегда, это не зависит от тебя, то есть ты можешь там весь турнир идти на первом месте и играть с кем-то не тем, а бывает наоборот. И вот здесь вот у нас виден экран, вот она 21 партия. Давайте считать, я считал тогда, сейчас эта математика еще приятнее. То есть я тогда считал, там какое-то нереальное количество чемпионов мира я собрал. Значит, Домингес, чемпион мира по блицу, какой-то там год 2000, может, 4-5. Корякин, чемпион мира по рапиду, и блиц он выиграл в этом году, в том смысле, в 16-м как раз. Карлсон там что-то тоже выиграл. Анант, в общем, тоже в представлениях не нуждается. С Накамурой я сыграл, Накамура пока ничего не выиграл, но мы не теряем надежды. Ну, он выиграл, по-моему, может быть, чемпионат мира, может быть, по ЧС 960, уже после этого. На тот момент он, мне кажется, вот этих титулов не имел, но все-таки это Накамура. Иванчук ровно там стал чемпионом мира по быстрым шахматам, и до этого, мне кажется, выигрывал блиц. Вашьела Граф выиграет чемпионат мира по блицу позже. Грищук на тот момент выиграл уже, мне кажется, дважды или, может быть, трижды. И Непомнящий выиграет чемпионат мира тоже потом, да? То есть вот на данный момент, если считать, сколько я насчитал, раз, два, три, четыре, ну ладно, Накамуру зачтем, 5, 6, 7, 8. То есть у меня просто на 21 партию 8 чемпионов мира в разные виды. Это аномалия, конечно. То есть это на самом деле так не бывает. Мне до сих пор кажется, что я реально очень сильно играл. То есть этот турнир выиграл Сергей Корякин. Они весь турнир боролись за первое место с Магнусом. То есть там турнирная интрига выглядела так, что где-то там на финише они уже оторвались, и они вдвоем играли свой турнир за первое место. А вот я, Грищук, Накамура и Домингес, мы играли свой турнир за третье. И я турнир как-то в итоге выиграл, я занял третье, Корякин занял первое. Они с Магнусом набрали поровну очков, опередили меня, мне кажется, там, может, очка на 2, на 1,5, что в принципе много. Но мне до сих пор кажется, что на самом деле, мне честно кажется, я не хуже играл. То есть просто бывает, что не складывается, я в этом турнире очень здорово играл, но я не выигрывал особо случайных каких-то партий. То есть я вроде все, что выигрывал по делу. Все, что мог не проиграть, лишние партии проигрывал, да? Случайно не выигрывал. То есть обычно все-таки, чтобы выиграть, вот я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, потом где-то должно повезти. Тут, как ни странно, мне вообще не сказать, что хоть раз повезло, но просто играл здорово. Мне до сих пор кажется, что по качеству игры это вот, может, из моих медалей лучший турнир, хотя вроде самая низкая медаль. Вот, например, классная партия, я помню, была с Виши. С Виши я сыграл защиту Пирцу Уфимцева, как я с Виши делал, в принципе, не раз. Виши, кстати, интересно в этом смысле, при всем его величии, у него очень сильно, как-то, мне кажется, влияет на восприятие человека именно первая партия. Как-то люди, которые первый раз Виши обыгрывают, с ним потом играют хорошо исторически. У меня с Виши какой-то подавляющий плюс, потому что вот мы первый раз играли за год до этого в 2015-м, я у него выиграл очень яркую партию в рапид. Он как-то явно был впечатлен, и вот как-то он со мной исторически тяжело играет. Причем мы с ним все время смеемся, что был даже какой-то безумный турнир в Париже, который он выиграл, а я занял какое-то предпоследнее место. Притом все равно мы в этом турнире сыграли 3 партии.
Я 2 выиграл, и 1 мы сыграли в ничью. И Виши как раз, я помню, что он какую-то говорил речь, может, 2-е он занял, но, по-моему, 1-е. Он какую-то говорил речь, и он еще говорит, что представьте, если бы еще Дубова здесь не было. Ну вот. Да, и это как раз партия, ну, по меркам партии с Виши, как-то, как ни странно, более-менее типичная. То есть я как-то черными вышел резко на победу. Он как-то не обрадовался, но тут, по-моему, вроде лучше бить конем. Но конем такой ход больше на ничью, Ев ход больше на борьбу. Как-то я всех разбил. Конь опять, но это все-таки еще другая немножко эпоха в плане компьютерных движков. То есть, к сожалению, сейчас это все можно опровергнуть довольно быстро. Тогда это опровергнуть можно было тоже, но это занимало время, и, в принципе, никто не хотел его так тратить. И многие сильные шахматисты, то есть это не было, даже вот этот пирс, да, это не было какой-то прям только моей фишкой. То есть так играл, например, очень часто Ян Непомнящий. Мы как бы и обсуждали этот дебют вместе много, и тоже он успешно играл. Магнус периодически играл. Сейчас дебют как бы закрыт. То есть это вот то, что реально произошло с шахматами там с 2016 по 2021, что реально настолько усилились компы, что многие вещи просто совсем потеряли привлекательность. А тут вот я с Виши получил такую замечательную позицию с дебюта. Виши как-то жался. Как-то что-то зевнул. Да, конь бьет c2. Ну вот, у Виши бывают на самом деле партии, которые, то есть, я думаю, что, наверное, в топ-5 истории, так вот по-честному, по величию. Но у него, причем даже у молодого, ну и тем более я, слава богу, с ним играл, когда он уже был чуть слабее, у него на самом деле бывают какие-то партии, когда, ну как-то, если старт не сложился, он совсем разваливается. То есть вот здесь партия, ну, объективно слабенько белые играли. Как-то мне повезло, но у Виши можно выиграть и, в общем, ничего страшного, да? Как выиграли, так выиграли. После этого, да, что смешно, я начал вот этот турнир, я помню, я начал типа 6 из 7, проиграл Магнусу, у меня стало 6 из 8. Ну, вроде все равно я в лидерах, но как бы неприятно всегда проигрывать, то есть вообще лучше не проигрывать, друзья. Я проиграл, и я получил некого человека по имени Марин Басиочич. Потом я узнал его лучше, но эту партию можно даже не смотреть, но просто я не знал, кто это такой. И вот я в лидирующей группе получаю какого-то чувака, я вообще не знаю, кто это. Я думаю, какой-то просто подарок. И я проиграл ему типа минуты за 1,5 примерно. И после этого пошел обыграл Виши. А Басиочич причем что-то шел в лидерах, но в какой-то момент там проиграл 8 подряд. В общем, это, да, такой турнир был яркий. Вот я проиграл за всю дорогу в таком составе, смотрите, я проиграл только Магнусу, да, по виду, да. Ну вот, на самом деле, если выбрать одну, где мне повезло, по-моему, вот здесь мне, может, повезло. Я обыграл арабского шахматиста Салема Салеха. Уже как-то надо было кого-то обыграть, я вышел как-то резко на борьбу. Какая-то, да, странная французская, в общем, что там. Справедливости ради, я должен вас предупредить, друзья, но это везде, наверное, так, но, в принципе, логика любого спортсмена более-менее успешного такова, что, ну, нам не то что повезло, это как бы нормально. Да, поэтому, на самом деле, часто, наверное, где-то, может, я выиграл какие-то проигранные позиции, но, наверное, вот условно против Салема Салеха, может быть, я считал, что, в принципе, как бы я его не обыграл, но нельзя говорить, что это повезло, да, это так и должно было быть. Если бы у Магнуса я такую выиграл, я бы сказал, что повезло. В общем, явно у меня где-то было проиграно, если честно. Вот уже какие-то нюансы вскрываться, да, начинают, может, не так хорошо играл. Но на самом деле я помню, что хорошо играл. Эта партия, да, действительно, ну я даже помню настрой, мне надо было рисковать уже, то есть на финише там я продолжал играть со всеми этими чемпионами мира несчастными, делал с ними какие-то ничьи. Кто-то там из конкурентов какие-то отдельные партии выигрывал, и тут там после, ну да, вот тут у меня уже стало хорошо, в общем, я выиграл. То есть это, ну, логику можно понять, да, то есть вот я подряд играл с Анандом, Джабавой, ну, Джабаву я обыграл, вот у меня серия ничьих, я сделал ничью с Накамура, обыграл Иванчука, и сейчас с Морозевичем, Вашилогравом, Грищуком, Лека, вроде не докопаться, и тут ты получаешь Салема Салеха, ну, разве это не счастье? То есть понятно, что я считал, что надо выигрывать любой ценой, в общем, я пошел вперед, мне как-то повезло. В итоге я занял 3-е место в большом дележе. Было очень приятно, то есть я помню по эмоциям, вот эта первая медаль, я помню, я как понял, что я 3-й, я что-то вылетел на улицу, там, что-то поверить не мог. Потому что потом, такой очень естественный переход к чемпионату мира в Питере. Что потом, вот когда я выиграю Питер, я помню, что вообще этой эмоции не вызвало особо. Вроде ты выиграл чемпионат мира. Помню, мы как-то толпой сидели вечером, праздновали. Я помню, я еще думал, господи, я что-то устал.
Странно уехать вроде, это ты выиграл, сложно. Ну, с Питером это уже 2018 год. Там для меня тоже был психологический контекст такой немножко сложный, потому что, ну, во-первых, в 2017 был чемпионат Саудовской Аравии. Друзья, привет, сейчас я поеду в Рияд, вы сейчас поймете, какой я принципиальный. Короче, я не поехал в 2017 году в Аравию по принципиальным соображениям. И вот я, значит, после этого выхожу в 2018 год Питер, я тогда пропустил. Это мой любимый турнир года до сих пор. Я помню еще почему-то, когда они играли в этой Саудовской Аравии, я почему-то помню, как сейчас, что там игралась, по-моему, в последнем туре какая-то партия за медаль. Как раз Владик играл с Володей Федосеевым, там два человека моего поколения, там идет какая-то партия за медали, и прям там $60 тысяч. А я почему-то в Балагом. У меня, как сейчас, я почему-то это помню, прикинь, что я еду почему-то вот из Питера в Москву, я в Балагом, и вот я с телефона смотрю, как люди где-то там. Короче, я долго ждал чемпионат мира. И у меня еще дедушка умер вот незадолго до этого чемпионата, он там в мире шахмат тоже был довольно известный. У меня в этом смысле был какой-то дежавю, что я когда приехал, там какая-то такая вот бесконечная толпа людей по очереди ко мне подходила, выражала соболезнования. Дедушка известный шахматный арбитр, потом прошло типа 3 дня, и те же люди пошли поздравлять. Возвращаясь к теме именно с кем сыграешь, с кем не сыграешь, но вот тут-то вообще идеальный турнир, да, я ни одной не проиграл. Причем я весь турнир шел там либо в дележе первого места, либо на чистом первом. Но вот обратите внимание, ну с кем я сыграл из очень сильных. Ну я сыграл со Свидлером, Фируджа, ну сейчас очень сильный, но тогда ему было, по-моему, вообще 14 лет примерно. То есть, ну он играл здорово, но понятно, что это там не чита Зубром из предыдущего турнира. Вот с Магнусом я сыграл, сделал какую-то спокойную ничью. С Владиком я сыграл. Ну, вот с Мамедяровым, да. Ну, видно, что, короче, было проще немножко. Тут я помню отчетливо, где мне повезло. Все в целом было неплохо. Мне повезло в 2 вещах. Во-первых, я в целом не люблю быстрые шахматы, и мне где-то вот перед последним днем я как-то неожиданно осознал, что вообще-то последний день начинается, мне кажется, вот здесь. Я как-то неожиданно осознал, что ну, вообще-то я играю с Магнусом, я что-то там в дележе первого места, что вообще-то неожиданно турнир-то заканчивается, а у меня по-прежнему все хорошо. То есть я как-то особо не верил в себя в быстрые шахматы тогда. Но вот для меня было самое важное, то есть там все, что я выигрывал, я, по-моему, выигрывал более-менее чистенько. Но вот здесь мне очень повезло, с Гришей Опариным я играл хороший, сильный гроссмейстер, очень своеобразный такой эрудит. У нас причем какое-то странное еще совпадение. Я помню, мы с ним ехали одним Сапсаном на этот турнир, значит, из Москвы. Меня почему-то дико пробивает, что он на самом деле очень образован, у него есть какие-то склонности к языкам. Короче, он плюс-минус говорит на китайском, то есть он много лет учит китайский. Но при том он, ну, сейчас, может, немножко изменилось, но тогда он был совсем не разговорчивый. И мы, значит, ну, все-таки твой коллега, мы знакомы, да, и вот мы как-то вот садимся на эти, значит, соседние кресла, и вот, ну, просто он как-то открывает этот Китай, ну, типа, привет-привет, и вот, ну, просто открывается китайский, и мы что-то едем часа полтора. Я как-то думаю, ну как-то диалог завязать. И я ему как бы задал самый, ну как-то трудно, да, начать. Я ему задал какой-то самый дебильный вопрос на 1,5 часа, да, еще чувак его кого-то обдумал. Я ему говорю, это китайский? Он так меня посмотрел, говорит, да. Ну и как бы и дальше поехали. То есть больше я его ничего не спросил, мы как бы на этом, я думаю, ну ладно, как бы не получилось. И короче, он в этом турнире тоже играл хорошо. Для меня он исторически, кстати, неудобный довольно оппонент. То есть так вроде по рейтингу, там по результатам я посильнее. Счет у нас, по-моему, примерно равный. И всегда какие-то он мне проблемы доставлял. И, в общем, здесь тоже, ну, что-то играли, он там, как обычно, играл творчески, у меня сначала все было хорошо, потом не очень хорошо. Вот это я все помню, я сделал зря. Здесь у черных нормально, вот эта вся идея пойти c4 и коня на e5, это неправильно. В общем, он все делал хорошо. Он как-то все время так меня как-то брал таким здравым очень подходом, то есть я все время куда-то пытался с ним там атаковать как-то вперед, он как все время очень спокойно играл и, в общем, давал мне разбить голову об стену, грубо говоря. Я в какой-то момент, кстати, понял, что, в принципе, с людьми такого направления лучше играть так же, что если как бы на тупизну надо отвечать тупизной, грубо говоря. Ну, это, в смысле, тупизна не как негативная оценка, но что, в принципе, если с тобой человек играет с огромным запасом, надо с ним, видимо, играть так же. Что это идея, там, типа, доказать, что ты каждый раз будешь там играть как это гигант мысли, там, и какие-то мегакомбинации, и все, ты проиграешь больше. Потому что с ним я первое время, я все время пытался как-то, думаю, сейчас опять он начнет играть спокойно, сейчас я что-нибудь там умное сделаю, и интересное. Но я обычно и делал, и сдавался в целом через раз. Ну и, в общем, в итоге мы долго играли, он здорово вел партию, в принципе, начисто меня переиграл, причем здесь, кстати, мне не стыдно, то есть, на мой взгляд, я в свою силу плюс-минус играл. Ничего прям сильно плохого я не делал, просто он здорово партию вел. Короче, возник, там долго играли, он где-то мог выиграть раньше, но, в общем, возник какой-то такой эндшпиль,
возник и возник. И где-то вот он правильно там короля перевел, мы что-то ходили, где-то там выигрывал ход g6. Он так не пошел, но, в общем, в итоге какая-то решающая ошибка. Вот где-то у нас уже было секунд по, может, 15. Он все по-прежнему делал хорошо, я сопротивлялся как мог. Да, и вот здесь, по-моему, ход, может быть, слон f7, по-моему, партию заканчивал или что-то. Ну, в общем, короче, в итоге все-таки мне повезло один раз, что он где-то на секундах зевнул. Да, вот ферзь c2 шах, по-моему. Он зевнул, и типа теперь ничья. Ну, на самом деле, опять же, да, у меня было проиграно, но я защищался как мог, то есть так прям сказать, что в один ход он где-то выигрывал, наверное, нельзя. Ну, да, вот по меркам моей жизни повезло. Не проиграл тяжелую позицию, которую хорошо защищал, бывает. Но вот на самом деле, ну вот и смотри, да, то есть я выиграл сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Я выиграл 6. У Джумабаева, у Постного, у Каспера Перуна, у 14-летнего Феруджи, Антона Коробова и Ван Хауа. Ну, как бы не будоражит, да, если честно, список. А вот подготовка к такому турниру, как она проходит? Именно по быстрым шахматам это разная подготовка, чем к классическим шахматам? То есть вы другие партии рассматриваете? Это, если совсем честно, подготовка отличается тем, что к этому можно не готовиться или почти не готовиться. Не, ну то есть на самом деле, чем меньше времени, тем больше это игра инстинктов и в принципе как бы таланта, и тем меньше это вот такая кропотливая подготовка. Ну, то есть ты готовишь что-то, ты готовишь какие-то дебюты, но это, то есть, условно, какому-то там турниру претендентов, там по классике люди сидят, готовятся месяцами. Тут можно сесть, вот в Сапсан ты сел, можно за время, которое ты в Сапсане есть, что-то накидать там по-быстрому. То есть там это качество этой подготовки не так важно. Поэтому вот мы с Владиком, например, намного лучше играем в эти быстрые контроли. Потому что Владик там вообще компьютер как бы не включал никогда в жизни примерно, чтобы готовиться. Владику тоже, кстати, интересный пример того, что опять, чем сильнее становились компьютеры, тем тяжелее становился Владику, на самом деле, в классические шахматы. Потому что вот именно, что уже все практически, ну ты что-то сыграл один раз, это там 14-летний индус пошел, включил компьютер, просто идеально закрыл и все выучил. Нам всем стало тяжело, потому что, к сожалению, стали добиваться большего люди, которые много работают. Это, конечно, отвратительно и крайне несправедливо. Но в быстрых шахматах и блице вот это, слава богу, мы с Владиком доказываем, что это все еще не всегда так. Ну, короче, вот был такой турнир, у меня единственное отложилось, что я сделал в последнем туре ничью какую-то быструю с Мамедяровым. Ну, можно посмотреть, я получил, по-моему, какой-то микроперевес. И что-то он мне предложил ничью, я подумал, что ладно. И дальше как раз как-то Владик тоже, как ни странно, вмешался в мою жизнь немножко и как-то помог. Потому что, ну вот мы сыграли в ничью, я до партии на полочка опережал Магнуса и как раз Владика, мне кажется. И Магнус играл с Накамурой, а Владик играл с Корякиным. И там был какой-то расклад, что если кто-то из них выигрывает, то дополнительный матч будет за первое место. И вот они сделали 2 ничьи, и я так очень красиво доехал. Ну вот, в общем, такой турнир. То есть вот это вроде на бумаге, вот это всю жизнь меня так немножко, ну не то, что мучает, ладно, я выиграл, это их проблемы, что они там... То есть этот турнир, например, Магнус плохо сыграл, потому что он проиграл первые 2. Я не знаю, там, то есть он проиграл каким-то там любителям на старте, потом много выиграл, но вот чуть поздно было, то есть немножко не догнал. Все равно то, что это вершина твоей карьеры, немножко абсурдно, вот обыграть вот этих людей, ну, как-то чуть-чуть смешно. Из приколов я только помню, что мы заседали Питер, поскольку почти как дома, что там была полуобязательная вечерняя программа всегда в Питере. Есть, значит, любимое заведение, в котором, если нет каких-то обязательных дел, а в целом, кроме игры, у тебя нет на турнире обязательных дел, что вы идете туда, и там как раз там регулярно заседал Оксимирон. Мы с ним где-то там пересеклись как раз, что-то там, удачи там. Но вообще режим проходил в таком рок-режиме, то есть что-то мы там ночью тусили, я практически не спал. Я вот помню перед последним днем как раз, что я как-то ребятам сказал, что что-то дайте мне 6 часов поспать неожиданно, что что-то мы в борьбе за первое место. И было, конечно, нервно, вот это у меня отложилось, что нервно, то есть я быстро сделал эту ничью, и вот эти 2 партии смотрел. Это, конечно, тяжело. То есть я после этого понял, я так наглядно убедился, что, конечно, болеть тяжелее, чем играть. То есть когда играешь, ты там нервничаешь, ну ты что-то можешь делать. Там ты просто сидишь и молишься, чтобы эти 2 партии почему-то закончились ничью, даже не симпатика должна произойти. Но они так и закончились. То есть мы как-то вместо тайбрейка... Мне, помню, друг еще сказал, говорит, да ладно, давай готовиться к тайбрейку. Говорит, что конфетно-цветочная церемония, и, в принципе, ты и так готов там
Я говорю, ну, правда, готовиться к тайбрейку тоже трудно. Я говорю, давай это просто досмотрим и там потом разберемся. Ну, в общем, закончилось хорошо. В общем, это про мои какие-то индивидуальные. У меня потом была еще серебряная медаль чемпионата мира по блицу в Самарканде, где, кстати, на мой взгляд, тоже вот по качеству я играл лучше, чем в Питере. И примерно так же, как в Катаре, вот где-то там гнался за Магнусом, но не догнал. Но вот этот турнир мне на самом деле дороже намного. Это чемпионат Европы командный 2019 года за сборную. Ну, сборная — это вообще у меня больная такая немножко тема, потому что как-то, когда вот люди моего поколения как раз оказались в прайме, там нам сначала было очень тяжело, потому что, ну, невероятно сильная сборная. Эта сборная России была условно безоговорочно сильнейшей, наверное, до начала десятых. А по какому принципу идет, сколько человек в сборной, как она, вот это вот? Сборная, Я не смотри, знаю, сборная, любой турнир практически играется, в матче играют 4 человека, есть один запасной, то есть за сборную едет 5 человек. Сборная России была безоговорочно сильнейшей где-то до начала десятых, наверное, одной из нескольких сильнейших до конца десятых, можно сказать. То есть у нас, ну, там были люди, которые там стояли, наверное, в топ 20-30 мира и ни разу не играли за сборную. Потому что у нас была реально сборная суперзвезд. И так получилось, то есть в шахматах самый такой важный и престижный командный турнир — это Олимпиада. Сборная России не выиграла Олимпиаду вот со времен Каспарова. Вот они выиграли в начале нулевых. И потом много лет вот эта сборная суперзвезд как-то пыталась ее выиграть, и ни разу они не выиграли. И что-то шли все время какие-то разборки, каких-то там тренеров увольняли, там что-то, там какие-то крокодиловые слезы, там что, почему и все. Вот у меня всегда была такая теория, что в принципе потому что вот именно, что это была сборная суперзвезд. Сборная России по футболу, хотел сказать. По шахматам была... Нет, ну ты сейчас поймешь параллель. Была на самом деле тогда для меня это был такой вот своего рода вот ПСЖ со всеми звездами. То есть да, она была как бы на бумаге очень сильная команда, при этом там кто-то с кем-то не разговаривал, у всех были друг с другом натянутые отношения, все там это стремились бить пенальти, да, там условно, и выигрывали какие-то команды, то есть очень много выиграла сборная Армении, например, которая там много лет играла просто одним и тем же составом. То есть у них играла одна и та же четверка, и один человек там, который выиграл чемпионат Армении, который, в принципе, там в важные матчи никогда не играл. Много выиграл Китай потом, который в какой-то момент тоже вот они явно определили там четверку на много лет. У нас не получалось. И, короче, вот этот чемпионат Европы, который мы выиграли в 2019 году, это редкий такой случай для сборной России. Вообще про сборную России, кстати, Никита Видюгов ровно на этом турнире мне сказал, чтобы понимать, вот насколько сборная России была сильная и насколько можно было выставить 5 составов, что сборная России якобы, я вроде проверял, по-моему, это правда, он мне сказал, что сборная России никогда не играла, не было двух одинаковых составов у сборной России. Никогда в истории. При том, что всегда сборная России выставляла там, ну, как бы 5 человек из топ-30 примерно. То есть вот как бы всегда был запас. И, короче, в 2019 году так получилось, что мы для разнообразия мы играли каким-то составом, классным вообще составом. Мы играли составом молодых, уверенных в себе, голодных ребят. Но при том вообще без суперзвезд. То есть мы играли, на первой доске играл Дима Андрейкин, на второй играл, наверное, Витюгов. Я не помню, в каком составе мы сидели, но, в общем, были вот Витюгов, Макс Матлаков, я и Кирилл Алексеенко. Все молодые ребята, но просто главное, это вот мы для разнообразия играли без Корякина, без Непомнящего и без Грищука. То есть это такой был полуэкспериментальный состав. И было здорово. То есть это был вот как скорее сегодняшний ПСЖ, что на самом деле, да, без суперзвезд, но все где-то брали игру на себя, никто не боялся играть. В общем, на старте очень здорово играл Дима Андрейкин, то есть мы выиграли несколько важных матчей благодаря как раз его победам на первой доске. Потом где-то в середине я пригодился. А решающую выиграл, причем я где-то с середины турнира ему говорил, что так будет, решающую выиграл Кирилл Алексеенко, у которого турнир не шел. Ну вот он весь турнир боролся, играл на победу, то есть мы как-то в этом смысле, нас мало волновало, кто обязательно выиграет. Мы как-то чувствовали, что если мы все будем бороться, кто-нибудь да выиграет. Ну, вот эта партия из первого тура, она просто какую-то там получила прессу большую. Мы играли матч с Данией. Было, кстати, смешно, что, значит, матч с Данией, но мы как будто бешеные фавориты, там, это первый тур. И я выиграл черными, что редкое явление в целом. Я выиграл черными свою партию часа за полтора. И радостно пошел, ну, какая-то эффектная тут была такая, в общем, разработка с D5, какие-то там супер жертвы. Это все было придумано, кстати, возвращаясь вот к подготовке, какой была тогда. Я все это придумал практически без компа, в самолете мы летели, то есть мы добирались, как ни странно, мы играли что-то подряд, по-моему, с острова Мэн я летел в Батуми. Мы летели типа с Саней Рязанцевым, как-то время заняло некоторое. И, в общем, как-то по дороге мы с ним стали это обсуждать. Я говорю, а что если так, вот D5 я придумал, та ход была та новинка.
В принципе, интересная линия гамбитная, такая не совсем корректная, но много партий я в ней выиграл. Если белые не знаю, трудно тут. В общем, короче, я эффектно, значит, это все выиграл. Ну и вроде мы начали матч, то есть мы и так подавляющие фавориты, и мы выиграли черными быстро. То есть вроде идеальное начало матча, меня что-то повели на пресс-конференцию. Я что-то там такой, да-да-да, все классно, вообще мы тут приехали побеждать, значит, это... Да, короче, матч закончился 2-2. Мы, правда, как-то мало смутились, но, в принципе, старт это был плохой. Ну и вот на старте, да, на старте как-то Дима тащил, а потом, сейчас я найду эту великую партию, которая, наверное, по эмоциям для меня вообще была самой такой в жизни. Это, короче, мы играли матч с немцами, где-то там на финише уже мы играли. И для нас матч как-то сняли Диму Андрейкина, на первый играл Витюгов, то есть мы играли вот без Димы. И как-то у нас матч страшно не пошел. В итоге, то есть за счет того, что я чудом, ну не чудом, но так, очень эмоционально выиграл, в итоге мы матч спасли. Хотя, ну, как бы глобально сборная Германии заметно слабее. Понятно, что там крепкая команда хорошая, но все-таки мы явно там были сильнее на всех досках. Это вот она, эта великая партия, да, ура. Очень часто в матче 4 на 4, если одна партия идет не туда, на самом деле уже начинает сказать фигня. То есть очень трудно отыграться, у вас две черные, черными играть на победу трудно. И тут как раз у нас матч начался с того, что я помню, Никита на первой доске как-то у него там черными не задалось. И в принципе где-то вот со старта уже было ощущение, что у нас какие-то большие проблемы на одной из досок. Где-то у них была еще одна белая, они там как-то сделали скучную ничью, мы не могли помешать. И вот у нас осталось две белые, как раз я и Кирюша Алексеенко, вот мы типа шли вперед. Ну и вот эта партия, это, наверное, какой-то со мной там самый такой главный хайлайт Ютуба. Я ей реально очень горжусь, очень красивая партия, какую-то партию года она потом, по-моему, выиграла или не выиграла, я уже не помню. С кучей жертв. Что где-то, ну, обычно, на самом деле, все это так получилось, где-то здесь у белых, ну, я играл интересно, где-то здесь у меня абсолютно выиграно, там проще выиграл ход комбьют h7, а G нормально я пошел, ладно, слон G2, EF, на самом деле, у белых абсолютно выиграно после GF, и как бы, если бы я так пошел, я выиграл бы в 3 хода, и в целом никто бы эту партию так не запомнил, но я, естественно, как идиот увидел, что можно съесть коня, я его съел. Тут я как-то понял, что неожиданно не так выиграно. В общем, как-то там играли. Да, и вот где-то здесь, ну, это вот реально была по вот Голливуду, это была самая такая, может, яркая у меня партия, что где-то вот здесь, да, вот он шел король Е8, ферзь H5, король D7, ферзь H3, король Е8, ферзь H5, король D7, вот я мог повторить ходы, сделать ничью, у меня типа в этот момент, типа там 2 минуты, и вот можно сделать ничью, можно без ладьи атаковать дальше, естественно, я не мог досчитать до мата. Вот, но как-то, в общем, и матч надо было спасать, и было у меня чувство, что мат там какой-нибудь найдется. Я в итоге так, без четкого понимания, как я буду это делать, решил без ладьи играть на победу. Да, ну и вот это там какой-то мат в 12 или 13 ходов, как там рассказывает YouTube. Да, ферзь d5, слон c5. Вот здесь, я помню, это вот был, наверное, самый такой кинематографичный момент у меня в карьере, что вот здесь ферзь g2 взял шах, и вот я ходил, слон b3, это единственный выигрыш, более того, это единственный ход, который не проигрывает. Я пошел, по-моему, когда у меня оставалось секунд 8, и там я помню, что просто там сидел с Сашем, это ли мне Саша потом сказал, я, говорит, просто чуть не умер. То есть там есть такой человек, как капитан команды, который вот во время матча, его функция в том, что вот он просто сидит сбоку и просто на это смотрит. Ну и там матч уже пошел не туда, и там понятно, что вылетал дикий. То есть там такая партия, уже я где-то заудил на все. Он причем знал, что у меня до этого было абсолютно выиграно, я где-то выпускал. Ну и в итоге вот, да, там чудо-ход слон b3, я выиграл, и я помню, меня просто Саша Рязанцев вынес буквально из аута. Бывает, что ты вот... Я знаю, бывает, например, что ты смотришь на Ютубе, что люди пишут про тебя или про кого-то еще, что кто-то там руку не пожал или фигуру не расставил. Ну, бывает, на самом деле, друзья, что просто ты как бы не можешь. То есть вот оно закончилось, ты мгновенно там пулей вылетаешь, ты просто понимаешь, что как бы ты не можешь там уже находиться, тебе надо там на свежий воздух. Меня Саня буквально вынес, я помню, я первое, что сказал, я встал, меня Саня вынес, там красивейшая партия, все. Я говорю, все, я говорю, я завтра отдыхаю. Он говорит, не, ну собрание, обсудим. Я говорю, не, я говорю, что все, я просто не могу играть, я знаю себя, что все, я там это, мне после этого надо там, меня откачивать надо. Действительно, меня на следующий день сняли, мы сыграли с англичанами, по-моему, в ничью, но просто очень прикольно, то есть выиграть такую партию, во-первых, она реально невероятно красивая, но главное, что просто очень часто эти партии играются, когда не надо. То есть у меня там, если погуглить, ну, у меня была Скорякина партия, там, жертва ферзя, там, она тоже, наверное, первая будет в гугле, она стала партией года. Но там проблема в том, что эта партия игралась, но мне глобально уже было ничего не надо. Я мог себе позволить ее проиграть, я мог себе позволить играть как угодно. То есть она в спортивном отношении имела значение для него, не имела для меня.
Ну, и когда ты выигрываешь такую, ну, как бы молодец, но это в целом не так важно. Тут это реально, то есть мы спасли этот матч, выиграли потом еще пару и выиграли турнир. То есть это реально вот без вот этого всего безумия мы бы не выиграли. Там все, на самом деле, играли здорово в команде, все в свое время где-то там пригодились. И мы были, я помню, очень довольны, что вот без суперзвезд мы так выиграли. Собственно, по-моему, это при случае чуть ли не... Ну, я могу ошибаться, сборная России точно не выигрывала больше одного турнира с тех пор, мне кажется, вот за доской. И, возможно, это вообще последний. Может быть, какой-то один выиграли. Я не помню. Ну, в общем, дальше нас ждали какие-то разочарования. Суперзвезды вернулись в состав, и с ними как-то выиграть было тяжелее, как ни странно. Ну, вот это, я помню, у меня отложилось в плане вот общения, в плане всего. Это был лучший такой турнир. Были все молодые, наглые, и, в общем, все были очень довольны жизнью. Было классно. И это был Батуми еще. В общем, тоже супер. В общем, такие любимые турниры. Но вот эта партия, да, эта партия для меня очень ценная. В общем, было здорово. Пойти вот здесь вот с ЛМБ-3 типа на 8 секундах за сборную, в целом, я вот реально, люди, если вы будете заниматься спортом, вот лучше момента быть не может. Если и этого вам мало, надо заниматься чем-то еще. Я помню, это было какое-то мало с чем сравнимое удовольствие. То есть вот выиграть, например, Питер, там стать чемпионом мира близко не стоит. Чем просто вот где-то пригодится команде в самый важный момент. Вот так, я помню, было классно просто очень. Ну вот, я не знаю, мы, наверное, уже дважды вышли из хронометража, да, так что всем спасибо за просмотр, я надеюсь, было интересно. Извините, если я бахвалился, но я надеюсь, Владик бахвалился еще больше. Смотрите Team Spirit Chess, болейте за нас, ставьте лайки и до новых встреч, друзья.